Господин посол, в этом году мы отмечаем знаменательную годовщину, 140 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Болгария и Российской Федерацией. С точки зрения пройденного исторического пути, превратности времени, как бы вы определили эти отношения? Вы можете выделить исторических лиц, исторические факты, которые в значительной степени способствовали развитию двусторонних отношений за эти 140 лет? Да, действительно, эти 140 лет весьма насыщенный исторический период времени, характерный с определенными и взлетами, с определенными падениями в наших двусторонних отношениях. Но это действительно были очень интересные годы. Что касается, вот вы сказали, людей, лиц, которые внесли очень серьезный весомый вклад в двусторонние отношения, конечно, я тут обязан упомянуть царя-освободителя. Вот видите, бюст стоит перед нами, Александра Николаевича, который сделал многое для решающее, сделал действия для освобождения Болгарии от османского ига. И, конечно, нельзя не упомянуть и всем хорошо известного в Болгарии графа Николая Павловича Игнатьева, который в свое время, как вы помните, подписал Сан-Стефанский мирный договор. Ну, скажу одно, что мы очень удовлетворены развитием наших двусторонних отношений. И большой радостью, я так понимаю, совместно отметим эту памятную дату 140 лет дипотношений России и Болгарии. Как бы вы определили современное состояние двусторонних болгаро-российских отношений? Где, по вашему мнению, есть неиспользованный потенциал для углубления и развития этих отношений? Ну, я уже, видите, начал говорить о том, что мы удовлетворены характером и динамикой развития нашего двустороннего сотрудничества. Вот я скажу вам, например, что за последние 1,5 года, которые вот уже за нашей спиной, в России побывали в прошлом году и президент Болгарии Румен Радев, и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Сюда на празднование 40-летия освобождения Болгарии приезжал наш патриарх Кирилл. В этом году у нас с вами уже первая половина года завершается. У нас с вами можно назвать успешным эту половину, хотя бы потому, что в марте этого года сюда приезжал представитель правительства России Дмитрий Медведев. В начале июня, в первой декаде июня, мы с вами уже эту тему говорили, президент Болгарии Румен Радев находился в качестве почетного гостя на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, где он встречался с президентом России Путиным и также принимал участие в пленарной дискуссии. Кстати, сегодня у нас с вами завершается визит в Москву председателя Народного собрания Болгарии Светы Караянчевой. Она вчера встречалась с министром Лавровым, провела встречу с представителями обеих палат парламента. И сегодня выступление на пленарном заседании Совета Федерации – это большая честь и для российского парламента, и для, я так понимаю, для председателя Народного собрания Болгарии. И вот так что она возвращается. Я понимаю, что это еще один важный этап в развитии наших двусторонних отношений, ну, по крайней мере, по линии парламентского сотрудничества. Я уверен, что во втором полугодии мы получим новую динамику этим отношениям. Знаю, что есть приглашение от министра Лаврова, вашей министра иностранных дел госпожи Захарьевой, посетить Россию осенью этого года. Так что я понимаю, что это уже дело решенное, теперь речь идет о согласовании сроков. Вот. У нас впереди еще заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Я думаю, и здесь у нас на сентябрь месяц запланировано это все. Поэтому я хотел бы сказать, что действительно мы рады и удовлетворены тем, как эти отношения развиваются. Конечно, важно, чтобы все эти поездки, которые мы с вами видим, имели бы какие-то конкретные результаты. Что касается туризма, у нас в Казани хорошо развивается туризм, вы знаете, да? Здесь тоже есть возможности для роста. В прошлом году Болгарию посетило 512 тысяч российских туристов. Ну и из Болгарии в Россию, конечно, меньше поехало, 56 тысяч туристов. Но сейчас задача, как я вижу, одна из задач, стоящих перед нами, это создание паромной переправы
между Россией и Болгарией, между Бургасом конкретно и Новороссийском. Вот. Это серьезная тема, и дай бог, что у нас это получится. По туризму сказал вам, теперь по, скажу вам, допустим, по культурной части. У нас с вами вот сейчас, кстати, зачастили сюда, в Болгарию, различные артисты наши очень популярные. Если вы знаете, выступал недавно в апреле Григорий Лепс, очень популярный певец в России. Да, и в арене армейц я тоже там участвовал, присутствовал, не выступал, но был зрителем. Сейчас в июне сейчас был у нас, вот сейчас пошли гастроли знаменитого нашего певца Филиппа Киркорова, которого мы в прошлом году совместно сделали его почетным гражданином города Варна. Да. Вот. У нас сейчас выступает как кубанский казачий хор. Я не знаю, не уехали, но они очень успешно выступали здесь, в 5 городах Болгарии. Так что процесс это идет очень позитивно. Хочу сказать, что вот я недавно был на открытии выставки «Меч хана Кубрата». Это, вы знаете, в галерее. Кстати, перед этим туда приезжал премьер-министр Бойко Борисов, осматривал эту выставку в рамках Дней Эрмитажа Болгарии. Я считаю, что очень важное событие. И, в общем, он приезжал вместе с гендиректором ЮНЕСКО. Поэтому я думаю, что если мы и по этому пути пойдем, значит, у нас с вами очевидно совершенно хорошие перспективы. А что касается, допустим, сферы образования. Заметен интерес болгарских студентов, будущих потенциальных студентов к обучению в России. У нас очень много сейчас запросов на обучение в Российской Федерации, в различных университетах, я думаю, надо приветствовать. В общем, спортивные контакты. Много, я могу назвать много того, что действительно характеризует наши отношения как поступательные, развивающиеся. Это очень важно. Вот. Для меня это очень принципиально, и я рад, что я работаю в Болгарии и делаю все необходимое для того, чтобы эти отношения были более интенсивными. Естественно, в силу того, что эти отношения, они у нас с вами на основе братской дружбы. Что бы мы там никто бы ни говорил, все-таки мы с вами братские народы. И поэтому у нас с вами и Бог один, в конце концов. И культура во многом похожа. И язык-то, вы сами знаете, мы от вас получили, так уж образно говоря, да? Поэтому кириллица. Так что у меня сына зовут Кирилл, в конце концов, да? Уж, наверное, что еще более наглядно показывает о том, что мы действительно очень близки с вами. Поэтому я очень рад, что вот сейчас мы можем говорить об активизации нашего двустороннего взаимодействия во всех областях. Вот. Так что будем надеяться, что это продолжится и дальше. Ваше превосходительство, вы выполняли ответственную дипломатическую работу в разных частях мира. С 2016 года представляете свою страну в Болгарии. Каковы были ваши ожидания по отношению нашего образа жизни, наших традиций, нашей народопсихологии до вашего назначения послом? И в какой степени эти ожидания подтвердились или изменились? Вы знаете, до приезда в Болгарию я никогда не был в Болгарии. И для меня это назначение послом было первым посещением для меня было этой вашей прекрасной страны. И когда я обязан как посол проходить специальные комитеты в парламенте по международным делам, где меня утверждают в качестве посла. И когда узнали, что я не был послом, все, конечно, были удивлены. Что я не был в Болгарии никогда, были удивлены. Я говорю, да, не был. Вот как-то, и вот так бывает. И вот есть такая у нас космонавт Валентина Терешкова, вы, может быть, знаете. Она сказала, хорошо, не был посол в Болгарии, это не страшно, значит, он приедет уже без предубеждений, он начнет свою работу с чистого листа. Я это сделал. Я приехал в Болгарию 7 октября я прилетел в Болгарию, да. А уже 15 октября я поехал в Троянский монастырь, как только вручил верительные грамоты. Почему? Потому что 15 октября – это день рождения патриарха Неофита. Я поехал туда, ему представился, попросил благословения, получил от него благословение. И с тех пор, видите, как вот успешно получается, работаю в Болгарии, вот сколько уже 2 года и 8 месяцев уже, наверное, получается так. Вот это, видите, какие вещи. Естественно, для меня все это было новое, все было откровение. Но так комфортно, как я работаю в Болгарии, среди болгар,
Я так нигде не работал. Я работал в различных должностях, в различных странах, но такое душевное расположение и уважительное отношение к России, я действительно считаю, что это редко. Поэтому спасибо большое. Для меня Болгария открылась с самой лучшей стороны. Я счастлив, что я в Болгарии. Я очень люблю болгарских людей, болгар. И я думаю, что болгары любят Россию так же, как мы вас. Болгарское общество высоко ценит вклад вашей страны в развитие культуры, искусства, науки и образования в мировом и европейском масштабе. Понятно, что в наших глазах Россия является неотъемлемой частью европейского культурного и цивилизационного пространства. Впечатляет глубина и широта русского духовного развития. Но все-таки, что мы еще в Болгарии сегодня еще не знаем о вашей необъятной стране? Какие возможности и вызовы стоят перед ее современным развитием? Ну, вы знаете, начать надо с того, что, к сожалению, так бывает, что еще иногда мы смотрим друг на друга через стереотипы 20 века, прошлого века. А сейчас уже 21 век, вы знаете, время меняется, все меняется, происходят и новые процессы. И поэтому одна проблема, которую я очевидно вижу, необходимо все-таки нам усилить информационное присутствие и Болгарии в России, и России в Болгарии. У нас, к сожалению, мало информации, которую сейчас мы видим на экранах телевидения о России, и наоборот. Я думаю, что это очень важно, что вот такие вот встречи, такие интервью, которые даю, они были почаще, и тогда люди могли бы слышать из первых рук, получать информацию о том, как мы живем, как вы живете. Это просто помогало бы лучше нам понять друг друга. Вот это пока, к сожалению, я это вижу в качестве одной из задач. Вот. Ну, будем вместе работать над этим вопросом. Анатолий Анатольевич, если позволите, в конце один более личный вопрос. Чем вы увлекаетесь и интересуетесь, помимо вашей дипломатической работы? Что вас заряжает духовно и интеллектуально? Ну, в первую очередь, меня заряжает сама страна, в которой я работаю, люди, с которыми я работаю. Я очень люблю ездить по вашей прекрасной, чудесной стране. Я во многих местах побывал и знаю, что иногда даже люди называют меня народный посол. Даже так, я слышал такие тоже определения. Мне это приятно, потому что действительно именно через знакомство с вашей страной, с вашей красотой природой, я восхищаюсь все время, куда бы я ни поехал, я восхищаюсь вашей природой. И восхищаюсь тем, в каких красивых условиях живет болгарский народ. Вот. Я знаю, что, может быть, тут и это как бы образно говоря, но для меня именно это самая главная моя подзарядка. Я получаю ее именно через общение с Болгарией, с народом Болгарии. И, конечно, вижу в этом цель моей работы. Ваше превосходительство, спасибо большое за этот разговор. Мне большое удовольствие доставило встречи с вами и надеюсь на новые наши встречи. Спасибо вам, хорошего дня. До свидания.